Раз, два, три, четыре, пять. Всем здрасте. С вами Сварог. И у нас снова очередные самые лучшие новости недели. Поэтому приступим. Во-первых, я не знаю, что происходит в офисе Мунтонов, но завтра у нас стартует, а для вас уже сегодня, стартует уже очередной призыв на 1+1. И вопрос, где взять шарды. Ну, кто копил, тот копил, кто все сливает по КД, то только покупать. Я думаю, что многие из вас видели ценник на покупку виртуальной голды, и так же, как и я, считаете, что это ценник конский. Поэтому я могу вам предложить сайт донатов нет, где вы можете задонатить напрямую, притом дешевле, чем в самой игре. Забудьте про передачу аккаунтов, все пополнения только по ID игрового аккаунта. А при регистрации по моей ссылке вы получите купон, который даст скидку на первую покупку. Ну и также после недавнего обновления комиссия на пополнение Steam у донатов нет достигла 14%, что является самым выгодным предложением на рынке. Но помимо всего прочего, на сайте представлен огромный спектр игр, в которых вы можете занести донат дешевле, чем через официальный ресурс. Ссылочка в описании. Нам завезли красивое зимнее оформление в саму игру. В принципе, видно сразу, что ребята не зря кушают свой хлеб, и вроде бы как все нарисовано прекрасно. Помимо этого, нам завезли морозную вечеринку, которая закончится через 17 дней, и у нас уже есть испытание того самого кодекса, который был на тесте, но пока что на глобале нам завезли всего лишь одного Зелуса, и то он легкий. То бишь, все проходит совершенно спокойно на автокнопке, ребята улетят сами по себе, все само по себе бьется, ничего сложного нет, и это сделано для того, чтобы любой игрок просто залутал свои наградки. Задача нам здесь сбить щит с босса, и после этого по нему будет проходить усиленный увеличенный урон, вроде как, что-то такое должно быть. Но не суть. На обычном, легком уровне все это дело проходится очень быстро, легко и просто. Награды, конечно же, отличаются чуть-чуть от тех, которые были на тесте. Если на тесте нам за топовые места давали какие-то либо осколочки, что-то полезное, радостное, веселое, доброе, вечное, то здесь как бы фигушки. Здесь нам дают сапожки, нужно всего лишь 350 тысяч очков, это все набивается очень легко, мой рекорд 10 лямов с копейками, то есть, ну, все просто. Просто зашел своими персами, которые одеты, стукнул, как бы вот. Нам дают сапожки, плюс еще чуть-чуть рубинчиков там вроде должны были насыпать. И магазин наград. Магазин наград, который приурочен к событию этой вот морозной вечеринки. Эти сапоги нам падают очень много где, не только лишь там. И мы видим, что у нас есть магазин морозного сезона. Что здесь можно купить? Ну, во-первых, эксклюзивный мифический арт на Сетрама, в принципе, достаточно интересен, потому что повышает длительность суперспособности на 5 секунд, и как раз-таки эти 5 секунд приходятся на его максимальный разгон, когда он уже максимально себе все настакал, и он просто вносит огромный урон. Но и также длительность саморемонта также на 5 секунд он будет повышать. В принципе, я думаю, что это выгодно. Единственный минус — собрать личный эксклюзивный арт сложно, потому что он падает либо здесь в магазине, либо с разлома. Причем рандомно. И неважно, личный арт это может упасть, либо арт, который мы можем просто скрафтить из метеоритов. Что здесь еще интересного? Конечно же, древний призыв, конечно же, камень навыков, конечно же, осколки Алистера. Это тот самый чел из фракции света, которого мы будем призывать из осколков. К нему вернемся чуть попозже, договорим про магазинчик. Также камни круток, из полезного бусты опыта и золота тоже пригодятся. Ну и кто хочет рамку, берите рамку. Как бы все остальное, я считаю, что просто не особо важно. Ну, голда, либо опыт. Я за опыт, потому что голды и так вагон. И также есть магазин бессмертных. Это тот самый магазин, валюту которого мы будем получать непосредственно со сложных боссов. В данном случае это будет Зелус, который откроется через несколько дней. Поэтому пока что качаемся, механику поняли, думаем, делаем тактики, подбираем команды и, собственно, после этого уже идем и бьем Зелуса. Что здесь покупать? Конечно же, второй, третий, четвертый и пятый пункты. Молоток, ну, я попробовал на тесте с этим молотком что-то сделать, когда взял шмотку. Он, кстати, не меняет статы древнего мифа, он просто меняет статы в количестве заточенных проков в простом мифическом шмоте. И меняет он их себе, на самом деле, не особо хорошо, я бы сказал бы даже очень нехорошо, поэтому легче просто фармить шмот и в надежде, что он заточится, нежели взять этот молоток, потому что использование молотка все-таки 500 тысяч, папам. Поэтому покупаем алмазики на остатки, и все будет хорошо. Ну а теперь давайте поговорим про Алистера. Этот чел, помимо того, что просто магичит, еще и наносит чистый урон. Также он из стражи, из фракции судьи,
верховные, высшие какие-то, мне не суть важно. И что я думаю? Ну, чистый урон, во-первых, нет. То есть чистый урон это просто ваша атака, которая не учитывается броней врага. Поэтому вроде бы и такое себе, но с другой стороны, фракция редкая, выпадает только с древних. Плюс мне что-то подсказывает, что этот товарищ не будет падать с древних, а будет таким же ивентовым персом, как и Селена на тесте. То есть он будет только из осколков. Потому что если мы посмотрим на календарь призыва этих самых осколков, то мы видим, что в событиях мы получаем по 15, то есть это простые события, которые мы выполняем. То есть 165 осколков Алистера мы получаем за обыкновенные события. Он будет стоить в призыве 200, поэтому нам нужно еще 35 осколочков вот здесь вот налутать. То есть нам нужно занимать какие-то призовые места. Плюс допом он будет идти в Оракуле параллельно с топ-1, топ-2, топ-3 наградами, еще и в личном прогрессе. Поэтому, в принципе, все это выполнимо. И я думаю, что его стоит делать. А лишние осколки нам останутся на следующее слияние Алистера, которое будет фиг знает когда. И, в принципе, я думаю, ну, может, годочку через пол или через год. Но не суть. В любом случае, лего, которое достается почти что на халяву, и нужно приложить усилия, которые мы прикладываем каждый день в игре, фармя что-то, добывая какие-то шмотки, артефакты, бить арену там и все это остальное, оно все, в принципе, будет также проходить. Только за это мы еще будем получать кусочки легендарного перса. Поэтому я рекомендую на него упороться. И даже если он плохой, то у вас будет представитель фракции, и мало ли вдруг вам выпадет претус, который поможет бустануть Алистера по урону. Также нам завезли охоту за головами. И на самом деле это очень крутой ивент, где мы получаем шарды, получаем те же самые носочки для магазина. И если у вас что-то не устраивает в этих задачах, вы их всегда можете поменять. Сначала бесплатно, потом за 1000 голды и крутить как угодно. Там же падают и осколки на сакралы, и простые крутки. Поэтому мимоходом под события подбираем на текущий момент на первый рейд, кто сколько прошел, чтобы у вас был первый рейд, и идем параллельно с тем, что мы фармим шмот, мы еще выполняем здесь какие-то доп. Плюшки. Также за 7-дневный вход мы получаем целый скин на Маришку. Скин прям вот руки на стол. Ну, по крайней мере, это не то, что было указано ранее в скрине, который еще был на тесте, и прям все плевались. Ну и это не все. Нам еще завезли Одиссею снов, где мы кидаем кубик, наша фигурочка топает, и в конце мы получаем награды в виде 10 осколков сакрала, одной курицы и одного простого камушка. Эти кубики нам выпадают за ежедневный вход и за фарм любых рейдов. То есть мы вполне себе можем позволить пройти всю эту дорожку 3 раза, залутать сакрал, залутать 3 курицы золотых. И плюс еще здесь на каждой остановке может выпадать какой-то бонус. А мне здесь максимум падало 100 алмазов. Просто на фигурке какой-то. Не знаю, как сейчас, вполне возможно, что это и осталось. Ну и нам еще завезли сбор новичков. Поэтому, ребят, оставлю бонус-код свой в описании к видосу. Кто твинководит, мало ли вам пригодится. Кто только пришел в игру, вводите мой код приглашения, получаем все бонусы. Я получаю плюшки, вы получаете плюшки. Все рады, счастливы, все улыбаются. Ну и в магазине наград за 800 можно купить будет эксклюзивный скин на мерзоту. Ну, что-то мне он на самом деле не особо нравится. Может, он будет посимпотнее, но такой мерзость мне нравится больше. Ну и параллельно с этим у нас еще идет веселая движуха на арене. Я совершенно случайно ломанулся на 30 место рейтинга, и кто хочет посмотреть мои приключения на арене, ссылочка появляется сбоку от вас. Вчера вышло видео, больше юморное, как надо и как не надо играть на арене. Ну и также вашему вниманию представляю достаточно интересную проходку без танков предбосса второй фазы Алой Звезды. Потому что у человека, который обратился ко мне за помощью, танки были, но они складывались достаточно быстро и по щелчку. Поэтому вот таким интересным пиком я, собственно, прошел все это дело. На самом деле здесь залиты по скиллам только эпики. У Сайлоса не залита ульта, у Алауры залита пылью все по чуть-чуть. Робот, по-моему, тоже без последней ульты. В общем, ребята, тоже достаточно интересные прокачки, но в любом случае, пожалуйста, приятного просмотра. Мало ли кому-то это может быть полезно и пригодится. Ну и также Миша недавно закрывал, 9-й игрок, закрывал
эту же карту через Аю, через Денчиков, ну, короче, своим веселым, бодрым пиком. Поэтому, кому интересно, четвергошный стрим можете посмотреть и все увидите, как у него все это дело проходило. Тоже достаточно познавательно. Из пояснений здесь Волка на первой пробуде, чтобы она ускоряла перезарядку, и Лорел, и Денчика. Холлоу на пятой пробуде, чтобы она с каждым разом все быстрее и быстрее заливалась. Выз без хила, но Выз под лоркой успевал первые два захода совершенно спокойно ультить по магам. Потом, конечно, все посыпалось, но в любом случае затащили каким-то чудом. Поэтому, что с нами делают микротайминги, пожалуйста, вы сами все это видите. Вот такая веселая проходка. Ну а мы продолжаем. Ну и, конечно же, наша рубрика «Особенности героев». В таком положении Аякса на ГВГ стрелки-лучники на него просто не реагируют. Поэтому у кого есть Аякс, пожалуйста, пользуйтесь. А у кого есть интересные особенности персов, пишите в тележку, ссылки в описании. Также на следующих выходных у нас вроде как должен быть призыв Гвендолин. Это, на самом деле, достаточно интересные персы. Все, у кого и все, кто потянул себе Элдра с недавних древних призывов, я прям рекомендую вам оставить камушки для нее и тянуть ее, потому что она очень неплохо бустанет пак именно с Элдром. Почему? Рассказывал в видосе про Гвендолин. Ну и также это лимитированный перс, который будет доступен в призыве только вот в определенное время, так же как и Риф, и Фалкия. Поэтому кто хочет иметь себе такого лимитированного перса, готовьтесь. Ну и, конечно же, я жду в комментариях, кто что потянул себе на 1+1. Интересно послушать ваш дроп, насколько он полезный, насколько он близко подошел к гаранту, либо он вам выпал там реально с 5 круток. Поэтому жду вас в комментах. На этом все. С вами был Сварог. Всем благосклонного рандома, богатого дропа и, конечно же, мирного неба над головой. Удачи!